Итак, следующая серия. Я рассказал о том, как я пришел к первой своей пересадке волос по технологии Food, когда остается шрам. У меня остался шрам, меня не предупредили, что он вообще появится, он не заживал, мне даже вообще ничего не рассказали, как мне спать нужно после этой пересадки. Мне сделали, я только пришел в себя, у меня была полная анестезия, я пришел в себя, очнулся, хер знает что, то есть здесь у меня бинты, здесь какие-то пересаженные графты, я думаю, ну заебись, это волосы будут расти. В таком полной потерянности они мне дали покушать и вызвали такси, за мой же счет, конечно. Я приехал в отель, со следующего дня я начал просто очень сильно распухать, никакого суппорта, никакой поддержки не было, никаких консультаций после этого, никаких средств мне тоже не давали, это после первой пересадки. Вот, не было ничего, то есть меня, получается, как мальчика обвели вокруг пальца, забрали, ну, как забрали, я им сам отдал кучу денег, в результате получил, в принципе, ничего. Многие волосы, которые мне пересадили, мне кажется, вообще половина, наверное, повыпадала. Может быть, отчасти, потому что они нехорошо это все трансплантировали, а отчасти, наверное, еще из-за того, что они не предупредили, как вообще нужно действовать, что нужно делать с этими волосами и с головой, как нужно спать, как там нужно мыть, как их стричь и так далее. Поэтому, потому что, насколько я помню, я просто делал все как обычно. Они мне ничего не рассказывали. Наверное, может быть, они также тренировались еще на людях, но за деньги, и потому, видимо, сами не знали. В общем, это был полный пиздец. После этого я понял, что меня развели, более того, я им начал писать, что у меня за шрам, они меня до сих пор, то есть они меня тогда обманывали, писали, что это нормально, он типа, этот шрам сам исчезнет, каким-то хер знает каким, как он может исчезнуть, типа он затянется, вот так вот, и, ну, я им верил, но когда прошел, и, кстати, он был реально в очень плохом состоянии, практически год, он там гноился, кровился, и только где-то через год он хотя бы стал шрам как шрам. Вот. Волосы, где-то, да, спустя год у меня была надежда, что вот что-то там все-таки будет расти, оно там начало расти совсем чуть-чуть. Короче, полная лажа. Они сделали даже рисунок очень криво. И когда я вспоминаю до сих пор, они меня отправляли с клиники, ну, с их ебаного офиса, который называется клиника, и говорили, ну, добро пожаловать в новую жизнь. Какую, блядь, новую жизнь, мудаки? Ну, что называется, карма у них, я думаю, своя, у меня своя. Я, наверное, заплатил за что-то вот деньгами, и они заплатили своей кармой за какие-то мои кармические дела. Ну, что ж, после этого, честно говоря, я вообще забил, потому что у людей, у меня появился шрам, и люди даже обращали внимание не на мою лысину, а на мой шрам. И теперь мне нужно было отчитываться и объяснять людям, что у меня за шрам. А так как я работаю с людьми, очень многими людьми с разных концов света, они мне все, ну, немногие задавали, но я видел в глазах, каждый хотел спросить, что это такое. То есть это выглядело так, как будто мне открывали мою голову. То есть, знаете, как она называется, господи, вылетело слово из головы. Ну, вы поняли, когда вскрывают череп, может быть, там какие-то психические заболевания или еще что-то. И люди реально думали, что у меня вскрывали череп. И спрашивали, на самом деле, очень мало кто, то есть такие более невоспитанные, наверное, или не сдержанные люди, остальные все-таки как-то помалкивали, но все время смотрели, и я читал в их глазах, что им реально очень интересно, что же там такое, что у меня вообще голова, что у меня шрам на голове. Вот. А сейчас мне, наверное, ну не наверное, сейчас мне не стыдно, если я уже сделал такой канал и показываю им даже, когда у меня пачка вся распухшая просто до ужаса, то какой там, блядь, шрам, подумаешь, проблема. В тот момент мне было 20, уже, наверное, около 30 лет, и, наверное, самое главное, что я повзрослел и понял, что, в принципе, твои близкие люди, твои друзья, настоящие люди, любящие люди, им насрать вообще, есть у тебя волосы или у тебя их нет. Какие-то временные люди, которые приходят в жизнь, да, бывали ситуации, когда мне было совсем неуютно, когда я
Я жил в Азии, был, ну, там жара, мало того, что я лысый, но еще и жара. Я ходил очень часто в кепке. ам, я ходил часто в кепке, когда я снимал кепку, некоторые так, бля, то есть, ну, ты психологически ты ловишь эти моменты, и тебе становится, ну, бля, ну я ж не виноват, ну. А потом я понял, а какого хуя? И проанализировав, я понял, что самые близкие люди, самые верные, им вообще до сраки, им реально до сраки. Я вот даже вспоминаю прошлый свой опыт, когда я делал операцию, когда я спрашивал советы друзей и знакомых, и вот можно даже людей разделить на настоящие и не настоящие. Те, которые вот реально мудаки, они говорили, да, делай, ну, не могу сказать, что прям мудаки, но, ну, в принципе, как жизнь показала, да, это были вот именно мудаки. А настоящие друзья, настоящие люди, они всегда говорили, слушай, тебе и так хорошо, поверь, ни там в лысине дело, там, ни в чем-то еще. И это настоящие люди, это настоящие близкие. Кстати, отчасти я делал вторую пересадку, потому что у меня были отношения, и вот, собственно, в этих отношениях как-то вот вторая сторона меня под- подталкивала к тому, чтобы я сделал. И это были дерьмовые отношения. То есть вот, поверьте, ваши настоящие люди, они воспринимают таким, каким вы есть. Единственное, для кого вы делаете эту пересадку, только для себя. Только для себя. И для настоящим друзьям, настоящим людям вокруг вас пофиг. Мне уже было 30 лет, я понял, что в принципе мне пофиг. Во-первых, мне нравится самому быть лысым, ну пусть с залысинами. Ну, к тому моменту я уже на самом деле привык и думал, что ну, в принципе, ладно, бывает и такое, нормально. И вообще я заметил, что вокруг меня собираются люди, которые должны собираться. И им, как я говорил ранее, им все равно. И они ценят себя как человека, а не сколько у тебя там волос на голове. Но появлялись какие-то моменты, ну, точнее, даже не появлялись какие-то моменты. Когда появлялись какие-то новые технологии касательно волос, ну, это было интересно. Это как я просто еще такой интересующийся человек. Это было интересно и хотелось попробовать. Типа, а что если... И вот постепенно я перейду, наверное, к следующему видео. Это как я попробовал Hair System. Hair System, или, по-моему, называется волосяная система по-русски. Ну, по-моему, да. Вот, поэтому, если вам интересно, опять-таки, пишите в комментарии, интересно, неинтересно, ставьте лайк, не жмитесь, колокольчик и подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Прежде всего, самые интересные видео я всегда буду ставить на те места, вот, когда вы открываете мою страницу, и там есть приветственное видео. Их бывает два типа. Одно приветственное видео видят те, кто не подписался, а второе приветственное видео видят те, кто подписался. И вот самое интересное видео я буду ставить изначально именно для тех, кто подписался. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Ну, если вам интересно, третья серия будет про Hair System. Поехали в третью серию через комментарий, лайк, подписку и колокольчик.